Конец сентября, время собирать виноград и делать из него домашнее вино. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Домашние настойки. И в этом видео я на своем практическом примере покажу, как сделать домашнее вино из винограда. Виноград очень спелый, местами он даже потрескался. И я понял, что он требует срочной обработки. И я принял решение сегодня ночью обрабатывать этот виноград. То есть отделить его с грозди и уже расфасовать по емкостям. Чем я целую ночь и занимался. Смотрите. Организовал во дворе себе маленькую студию. Вот здесь у нас виноград лежит. Смотрите. Вон он такой. Смотрите, какой спелый виноград. Прям надо срочно им заниматься. И для понимания я принес виноград. Смотрите, это у нас сорт Молдова. Черный, спелый. Смотрите, уже ягодки потрескались. Вот сейчас я их буду освобождать от кисти. Я всю ночь трудился над этим виноградом. В общем, маленечко поспал и заново в бой. Давайте посмотрим, что я сделал за ночь. Что тут такое? О, смотри какой. Смотрите, друзья, я еще не мял виноград, а он уже пошла реакция. Вот прям сейчас надо приступать, его переминать и уже прям ставить в бочку. Кстати, бочку я подготовил. Бочка у меня из прошлых роликов, вы, наверное, помните. Я в ней ставил брашку по 200 литров. Сейчас буду мять виноград и носить сюда в бочку. Накладывать, я думаю, буду не по многу. И разминать руками. Давай попробуем, как это будет выглядеть. Ну и все, занимаемся мянием винограда. Возможно, я сейчас возьму какую-нибудь толкушечку, попробую ей помять. Ну а так процесс, конечно, очень увлекательный. Одевайте одежду ту, которую не жалко вам потерять. Потому что виноград брызгает, и она вся будет забрызгана виноградным соком. Как-то так, руками. Конечно, руками, я вам скажу, очень тяжело, потому что я оценил, какое количество винограда у меня вот здесь вот, и насколько быстро я могу руками мять. Мне кажется, такое количество будет очень трудно мять, поэтому я сейчас думаю, чтобы придумать, чтобы ускорить процесс и чтобы сделать его более проще. Вот такой вот у меня миксер. Ну, в принципе, я вам скажу, нормально так измельчает, нормально мнет. Ну, брызги летят, не критично. Итак, уважаемые зрители, спустя 3,5 часа труда, смотрите, сколько осталось в бочке винограда. Пока я его мну, он уже, смотрите, покрывается вот такой вот пенкой. Надо скорее, в общем, виноград домять. Ну, я думаю, еще часа 2, а может быть и 3 я с ним провожусь, потому что здесь еще, смотрите, вот эта вот бочка 35 литров. Здесь у нас, наверное, литров 70 было, да. То есть еще, в принципе, достаточно долго. Ну что ж, сделаем выводы и к следующему году подготовимся получше. Ну а пока и так неплохо. Я думаю, домашнее вино у нас получится просто отличное. Ну вот и бочка подходит к концу. На дне остался практически один виноградный сок. Сейчас я взял вот ситечко и буду процеживать сок и виноградинки, которые еще там. Сок я потом вылью в бочку, а виноград вот этот я еще раздавлю. День подошел к концу, и весь виноград я перемял. Смотрите, какая бочка винограда у нас здесь. Если смотреть по бочке, то примерно вот на таком уровне у меня получилось. Ну, чуть меньше половины. Бочка сама 227 литров. Ну, здесь что-то ориентировочно в районе 100 литров, я думаю. Смотрите, как виноград, какой корочкой покрывается, пенкой. От винограда исходит тепло. Ай, запах уже такой, прям запах брожения идет.
Сейчас виноград и сок я тщательно перемешаю. Для этого я нашел вот такую вот палку. Буду перемешивать палкой. Друзья, смотрите, я перемешивал вино в течение где-то 5 минут. Смотрите, какой равномерной пенкой покрылось вино. Какой приятный аромат. Прям такой бордо. Ну вот, гидрозатвор у нас установлен. Но я вам скажу, на первом этапе гидрозатвор было не обязательно ставить. Мне просто захотелось его поставить, чтобы посмотреть, как бурлит наше вино в бочке. Ну вот в таком положении оставляем бочку до завтра. Завтра мы ее откроем и перемешаем содержимое, чтобы брожение шло лучше. Уважаемые зрители, обратите внимание, как бурлит наше вино. И это буквально на следующее утро после того, как мы его поставили. Процесс протекает бурно. Сейчас вино нужно открыть и помешать, так как помешивать будем 2 раза в день, утром и вечером. Вино распределил следующим образом. То есть снизу у нас там сок винограда, ну а сверху более легкие части. То есть всплыла вот эта вся мезга. Так нужно это тщательно перемешать и посмотрим, что будет. Смотрите, какая плотная корочка. Сантиметров, наверное, 10-15. Итак, друзья, смотрите, я все перемешал. Буквально, наверное, минуты 3 мешал. И опять пошла вот такая пенка. Пошел характерный вот такой вот звук шипения. То есть процесс пошел интенсивней. Запах какой приятный запах. В общем, первый день брожения. Ну, я бы сказал, отличные результаты. Продолжаем выбраживать наше вино и наблюдаем за ним. Итак, уважаемые зрители, настал вечер. Смотрите, как идет брожение. И я решил еще раз помешать наше вино. Какой приятный аромат. Ну все, я думаю, стоит оставить нашу бочку, закрыть и наблюдать дальше. Сегодня у нас 3-й день брожения нашего вина. И смотрите, бродильные газы уже практически не выделяются. Но они выделяются, но не столь интенсивно. Это свидетельствует о том, что наше вино потихонечку дображивает. На 4-й день брожение полностью прекратилось, о чем мог свидетельствовать гидрозатвор. Настало время сливать забродивший виноградный сок и отделять его от жмыха. Будем ставить 1-е и 2-е вино. Зачерпнул в ведерко верхние корочки и сейчас буду через ситечко процеживать и уже жмых кидать сюда в бочку. Чем же хорош ручной отжим? Ну, ручной отжим хорош тем, что жмых можно использовать вторично. Можно поставить 2-е вино, потому что в нем много сусла, много экстракта, и 2-е вино будет очень хорошим. Итак, друзья, 1-е ведерко нашего вина. Итак, всего лишь 1-е ведерко. Продолжаем трудиться и наполняем нашу бочку. Ура, товарищи! Последнее ведерко виноградного сока уходит в бочку. Друзья, смотрите, какое большое количество сока у меня получилось. Сейчас я измерю объем виноградного сока, и нужно будет добавить 5% воды и 5% сахара. Исходя из нашего объема в 85 литров, нам нужно добавить 4 литра 250 мл воды и 4 килограмма 250 мг сахара. Добавляем. После того, как вы добавили сахар и воду, вино нужно тщательно перемешать. Мешайте до тех пор, пока сахар полностью не растворится в вине. И после этого наше вино помещаем под гидрозатвор. Оставляем и наблюдаем за поведением вина. После того, как мы поставили 1-е вино, можно приступать к постановке 2-го вина. Весь жмых, который я получил, я переложу обратно в большую бочку. Ну и для того, чтобы получить хорошее насыщенное 2-е вино, рекомендуется добавлять 50-60% воды,
от того количества виноградного сока, что мы взяли для первичного вина. На первичное вино я взял 85 литров и буду брать 60% от этого. В моем случае получается 51 литр воды нужно добавить. Ну и после того, как вы добавили воду, можно добавить сахар. Из расчета 200 грамм на 1 литр воды. В моем случае это 10 килограмм сахара. Ну и после добавления воды и сахара наше второе вино стоит тщательно перемешать. И ставим наше второе вино под гидрозатвор. За сегодняшний день я поставил первое вино и поставил второе вино. Теперь можно оставить вино бродить и наблюдать за брожением нашего вина. Итак, друзья, на следующий день после того, как мы поставили первое вино и второе вино, смотрите, какое брожение у нас происходит. По гидрозатвору можно видеть, что второе вино бродит, и первое вино у нас тоже бродит. Причем, если сравнивать, то первое вино у нас бродит намного активнее, ну а второе вино бродит немного менее. И теперь следует наше вино тщательно перемешать. Смотрите, второе вино у нас также покрылось корочкой, такой вот. И его нужно перемешивать. Итак, уважаемые зрители, прошло 3 дня с того момента, как мы поставили первое и второе вино. Второе вино у нас еще бродит. Обратите внимание. Ну а первое вино у нас уже не бродит. Все, оно уже отыграло, и его пора снять с остатка. Если бы я делал вино в прозрачной емкости, то мы могли бы увидеть, что на дне вина образовался некий осадок. И нам нужно будет перелить вино, не задевая вот этого вот нижнего осадка. Это называется снять вино с осадка. Для слива вина я приготовил стеклянную тару. Вот это вот у меня бутыль 20 литров. И давайте откроем вино, посмотрим, что у нас с ним происходит. Сливать мы будем следующим образом. Засунем шланг в бочку и методом перелива в стеклянную тару будем снимать с осадка, не задевая нижние части вина, чтобы там не достать до осадка. Ну, пошло, да? Смотри, пошло, потекло вино. Давайте заглянем внутрь горлышка, как происходит процесс. Смотрите, друзья, это течет уже отбродившее вино. Ну, бывает потихоньку, да. Итак, друзья, сливаем наше молодое вино. Все, оно отбродило один раз в большой бочке, потом второй раз уже в маленькой бочке. И сейчас у нас получилось молодое вино. Но ему нужно постоять минимум полгода. Оно станет более благородным, более насыщенным, раскроет свой вкус и аромат. Поэтому мы его сейчас уберем храниться в темное прохладное место. Температура для хранения оптимальная от 5 до 16 градусов. Итак, друзья, основное вино я слил через шланг, а уже остатки я вычерпываю стаканчиком. И процеживаю через ситечко. Потом залью в бутылку, в бутылке еще отстоится, и еще немножко сниму с остатка. Итак, друзья, я снял вино с осадка. Смотрите. 3 у меня бутыли полные, и еще на улице стоит целая бутыль. Я ее оставил отстаиваться, чтобы внизу выпал осадок, и я ее также сцежу. А теперь наше молодое вино стоит убрать в подвал, где оно будет храниться от полугода. В течение этого времени вино раскроется и станет более благородным.
на 9-й день брожения вторичное вино у нас перестало выделять бродильные газы. Это означает лишь одно, что оно выбродило, и его нужно снимать со жмыха. Итак, друзья, смотрите, вот эту верхний слой я не буду трогать, я его, наверное, сниму прям так, его легче отжимать. Ну а дальше у нас там второе вино, я его буду процеживать через ситечко. Так, через ситечко процеживаем второе вино. Смотрите, вино остается там, а жмых практически весь у нас остается в ситечке. Ну и все, готовое второе вино заливаем в емкости. Итак, друзья, смотрите, что у нас получилось. Вот эта вот бутыль полная. Вот здесь, смотрите, вот столько. В этом бутыле он уже близко был к осадку. Ну, такое мутноватое вино. Оно немножко отстоится, и я рассчитываю долить сюда, чтобы бутыль была полная. Ну и здесь у нас, смотрите, вот столько вот осадка. Он отстоится и даст еще сколько-то вина. Пускай постоит еще пару дней. И можно будет снять также помпой еще немножко вина. Ну а эти бутыли я сейчас уберу в свой темный подвальчик. И пускай там хранится и вызревает второе вино. Итак, друзья, прошло 4 месяца с того момента, как мы поставили свое домашнее виноградное вино. Сейчас на дворе февраль, настали холода, но у меня-то есть чем согреваться зимними холодными вечерами. Я достал бутылочку винца и сейчас ее раскупорю. Итак, друзья, как вы можете видеть, тут у меня баночка 19 литров, налита она у меня под горлышко. Это у нас первое вино, которое я ставил в конце сентября. Сейчас я его открою и буду разливать по банкам. Ну и, конечно же, дегустировать. Вот оно, чистейшее домашнее вино. Ой, вкуснющее, наверное, какое. Ну, сейчас я попробую. Итак, дорогие друзья, и посмотрите, какой осадок у меня остался на дне бутыли. Смотрите, он у меня уже сформировался во что-то твердое. Смотрите, да, это уже не такая масса, там твердые, в общем, остатки. Стоял, в общем, он 4 месяца и не двигался, поэтому он уже отложился вниз, этот осадок, и затвердел. Естественно, этот осадок нужно выкинуть, бутылочку сполоснуть. Ну и последнее вино, которое я сливал, я его отстаю еще немножко, потому что внизу тоже может выпасть осадок. Ну и вам я тоже рекомендую по истечению ориентировочно 4 месяцев снимать свой первый осадок. Ну и после этого можно пробовать отстоявшееся домашнее вино. Оно будет намного вкуснее, чем наше молодое вино. Дорогие друзья, в общем, смотрите, нашел у себя какой-то старинный хрустальный бокал, и сегодня буду пить из него свое вино. Итак, друзья, момент истины. Я пробую первый раз свое домашнее вино. Оно великолепно, дорогие друзья. Кто вообще пробовал делать вино? Тем более, наверное, кто-то пробовал делать первый раз свое вино, а если не пробовали, попробуйте. Это непередаваемые ощущения, когда вино великолепное. Вино получилось не сладкое и довольно-таки сильно выражен алкоголь. Я бы сказал, что-то наподобие сухого или полусухого. Ну а на вкусовые качества оно, конечно, великолепное. Я очень рад, что приобрел бесценный опыт изготовления собственного домашнего виноградного вина. Дорогие друзья, ваше здоровье, я выпиваю этот бокал. Дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч в моих следующих роликов. До свидания! Тебя жизнь, наверное, готовила именно вот к этому моменту, когда выжимаешь вот этими руками сок винограда. Бесценный опыт.
буду вспоминать этот теплый осенний день, когда я собственными руками днем и ночью делал свое первое вино.